Ну что, Pixel 8 будем топить благополучным образом, как всегда. Параллельно включаем, разумеется, съемку. Все смартфоны с IP68 мы топим. Я не знаю, сколько их в этом году было, но много. Не забудьте подписаться. Смотрим. У пикселей никогда не было проблем с тем, чтобы они утонули у меня. У меня утонул только iPhone 14 Pro. 15 Pro или 15 Pro Max тоже не тонул. И в целом, смотрите, съемка не сбрасывается. Автофокус работает хорошо. И даже, нет, к сожалению, не могу я нажать, чтобы он у меня отрабатывал. Сенсор. Будем надеяться, что не погибнет. Вот все, отключилась съемка. Не думаю, что погибнет. Если погибнет, вам обязательно расскажу. Но сенсор у экрана не реагирует. Это вам не OnePlus. У них есть такая функция, когда они влажные, они реагируют. Но не всегда. Все, сенсор стал реагировать, смартфон живой. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. И здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о Pixel 8, который я купил с Али, так же как Pixel 8 Pro. Притом они мне вышли дешевле, чем в магазине Google. Но об этом я расскажу вам позже, почему все так происходит. Сравню его по съемке с iPhone 15. Не по съемке сравнивать смысла не вижу. Почему? Потому что здесь, разумеется, намного серьезнее процессор. И у Яблока при любых раскладах есть какие-то для меня лично плюсы относительно Pixel 8, но 15 я никогда советовать не буду, потому что здесь всего 60 Гц. Здесь, напоминаю, у Pixel 8 120 Гц. У Pixel 8 просто бешеное количество различных фишек, которые половина не работают, половина будет работать нормально позже. Есть киноэффект, но только в 1080p, вы понимаете, да, и не на фронталку. Он не боится влаги. Вначале вы видели, как я его топил. Он выбивает больше миллионов баллов в Antutu. Но если не рассказывать вам про его плюсы, которые вы, наверное, и без меня знаете, это самый странный смартфон, который я тестировал за 5 лет своего блогинга. И, разумеется, самый странный из той сотни смартфонов, которые я обозревал в этом году. Почему, узнаете в ролике. Но столько различных противоречивых чувств у меня не было никогда. На него у меня есть уже на лайв-канале ролик одним кадром, быстрый обзор, когда я о нем рассказывал. Помимо этого еще тест в играх. Все он прошел очень странно. Не скажу, что плохо, не скажу, что хорошо. Я одно могу вам сразу сказать, что люди, которые его приобрели, очень удивлены, притом все по-разному. Здесь есть у нас и направленные микрофоны, 4К 60 FPS на фронтальной камере, на основной камере, на ультраширике. Он делает нереально классные фотографии. И в целом мне девайс понравился. Но брать я его не буду по двум причинам основным. И их вы узнаете в ролике. Распаковка. Упаковка стандартная для Гугла с изображением устройства и названием модели. Пакинг неплохой. В комплекте мы имеем кабель с USB Type-C на Type-C длиной 1 метр версии 2.0. Сам смартфон, переходник, краткое руководство и ключ для извлечения слота под одну нано-сим-карту. В целом на этом все. Габариты Google Pixel 8 150 на 70 на 9 мм, а весит он 187 грамм. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это теперь 5 Mi Band 8 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал мой личный, там вы можете найти исходники фото и видео устройств, которые я тестирую. И телеграм-канал взаимопомощи, нас там 15 тысяч человек, делимся мнением. Расписываем по ТЗ, что вам надо, где вы планируете приобретать, и пользователи отговорят вас, либо уговорят вас приобрести данное устройство на базе своего опыта. Подписывайтесь с колоколом и напоминаю, что я стараюсь искать в устройствах недостатки, потому что в рекламе вы можете увидеть достоинства. Перейдем же к смартфону. Поставляется этот девайс в 3 вариантах расцветки. Это серая, черная и розовая. Дизайн устройства от дизайна прошлой модели по мне особо не отличается. Тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass Victus, а рамки из алюминия. Сборка неплохая, как и качество материалов. Лежит Pixel 8 в руке удобно, и пользоваться одной рукой, разумеется, можно без проблем, так как он довольно легкий и не громадный. Официальный класс защиты от воды IP68. В начале ролика вы видели, как я этот смартфон топлю с одновременной съемкой.
съемкой, он выжил. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2, за что плюс, но помним, что надо кабель докупать. Далее есть 3 микрофона, динамики, 2 основных и 1 разговорный, звучание здесь стерео. Качество звука не топовое, но в целом хорошее. Вибромотор тактильно приятный, но слабый и настраиваемый. Мини-джека, как и К-порта, на порту нет. Плюс я не нашел встроенного эквалайзера для динамиков. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,2 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей и плавной частотой обновления экрана от 60 до 120 Гц. Экран прямой, но со слегка закругленными краями. Они особо не ощущаются. Рамки не громадные, что не скажешь про подбородок. Его я вижу. Как по мне, в 2023 году флагман с подбородком — это как минимум смешно звучит, особенно за его стоимость. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, контрастность 1 миллион к 1, соотношение сторон 20 к 9. Экран с поддержкой 24-битной глубины цвета для 16 миллионов цветов. Поддержкой технологии HDR и плотностью пикселей в 428 ppi. В режиме HDR яркость до 1400 нит и пиковая яркость 2000 нит. При измерении яркости экран выдает 1500 люксов, что круто. Но отмечу, что через где-то 1,5-2 минуты использования у вас станет уже 800 люксов. А если вы будете играть, то станет и 400. То есть надолго этой яркости не хватает. Плюс экран реально розовит, притом люто и очень неприятно, как будто он безумно дешевый. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости хватает, пользоваться смартфоном можно без каких-то проблем. Запас яркости великолепный, но пользоваться вы будете им где-то минуту. Потом он яркость просто сбросит. Автояркость работает корректно. Тест на частоту и дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, результат средний. Мультитач имеется, и экран неплохо откликается на 10 касаний одновременно. Мне тач не понравился, когда я играл в PUBG. Шим на 100% яркости 42%, на 50% яркости 126%, на нулевой 23%. Показатели шима нереально плохие, глаза от экрана однозначно будут уставать. Always on Display в наличии. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под дисплей, который работает через пень-колоду, но работает. Иногда подтормаживает, иногда не понимает, но самое главное, что здесь есть распознавание лиц и стандартные способы разблокировки. 4 пальца можно завести, притом можно завести один и тот же палец 4 раза. Распознавание лица срабатывает даже под углом, но намного хуже, чем у Яблока. Почему? Потому что тебе нужно смартфон ближе к лицу держать для того, чтобы он разблокировался. У Яблока все правильно рассказывают. Вы можете на любую приборную панель у своего автомобиля поставить смартфон, и он будет разблокирован. Притом здесь разблокировка по лицу прокачана до 3-го уровня, и это значит, что вы можете использовать ее для банковских программ. Это прям нереально круто. Притом от фотографии либо еще чего-то смартфон разблокироваться не будет. То есть здесь все прям по лицу безопасненько. Процессор установлен здесь, ура, Google Tensor G3. Они решили проверить покупателей на прочность. С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц, а в программах 2,9 ГГц. Будем считать, что программы врут. Также установлен сопроцессор безопасности Titan M2, графический процессор ARM Mali G715 MP7. Операционная система Android 14 версии, разумеется, будут 7 лет прилетать обновления. Данная система оснащена множеством полезных функций, они доступны в строго определенных странах. И на них я останавливаться не буду, потому что у меня в основном русскоязычное население меня смотрит. От того, что субтитры на японском появились, я думаю, нам ни тепло, ни холодно, правда? Оперативная память LPDDR5X только на 8 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1, эпичный просто фейл, и на выбор 128 и 256 гигабайт. Напоминаю, что эта память чуть ли не в 4 раза медленнее, чем UFS 4.0. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G есть все бенды, 7 и 20. В продаже есть 2 модели, одна из которых поддерживает Wave. Слот под одну нано-сим-карту, как я уже говорил, но можно еще завести одну eSIM. Связь ловит смартфон отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны не подводили, как и датчик приближения. Записи разговора без уведомления собеседника о начале записи нет. Bluetooth версии 5.3 с 2 антеннами NFC поддерживается. Из навигации на борту GPS GLONASS Galileo QZSS. GPS-тест показывает точность в 1 метр. Далее, емкость аккумулятора 4575 мАч. В PC-марке он выдал 8 часов 26 минут, довольно скромно. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Но опять же, там не постоянно 120 Гц было, он просто сбрасывал до 60, чтобы автономность побольше показать. Work Performance 9653 балла. Smart поддерживает быструю зарядку на скромные 30 Вт, также беспроводную зарядку стандарта Qi. Заряжается он с 0 до сотки. В среднем у меня за 1 час 32 минуты. От 0 до 50% реально он заряжается за 30 минут, иногда за 27 даже. При просмотре роликов на YouTube за 1 час у меня уходит 22% заряда, и это нереально плохо. Я не знаю, что они и как где дооптимизируют, но пока я не верю, при том, что он еще и яркость сбрасывает. В играх с одновременным стримингом на Твиче за 1
час уходит 30% заряда. Притом PUBG, он никакие 90 FPS не держит, да он там даже 60 FPS не держит, но не сильно греется. Хотя он греется просто при обычном использовании. Рандомно, иногда не греется. Вот сейчас он у меня в руках, и все с ним отлично. Яркость смартфон сбрасывает, да и в целом показал он себя в данном тесте плохо. TimeShell подключение смартфон не поддерживает. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо. Я гонял его 2 раза. В тесте на 60 минут он показывает 188 гипсов минимально, максимально 409 гипсов, и в среднем 237 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Притом обновление прилетало один раз на 199 мегабайт. Сходу из коробки я его установил, понадобилось 47 минут, и больше обновлений не было. Но телефон все равно каждый день ведет себя по-разному, и не всегда лучше, чем вчера. В Geekbench в синглкоре он выбивает 1056, в мультикоре 2896, GPU Score 4743, 3D Mark, Slingshot и Slingshot Extreme он у меня вообще отказывается проходить. Что со стабильностью у него вы и сами видите, но никаких там 99%, 97%, как у Qualcomm, вы здесь не увидите. Стабильность процессора 70%, не оптимизирован он никак. В Antutu вообще магия. Я его 3 раза прогонял, у меня было 700 с лишним тысяч баллов, а на 4-й он выдал 1 миллион 38 тысяч попугаев, притом это было уже через день использования. Но сколько он съел заряда аккумулятора и как он нагрелся, об этом я скромно умалчиваю. Вы сейчас видите это на экране, спокойно улыбаетесь, если вы не собирались его покупать, либо не видите это, если вы собираетесь его покупать, правда? Storage тест показал 55 тысяч, что нереально скромно у смартфона за такой ценник. И да, это влияет. Теперь переходим к самому интересному. Основной блок камер состоит из 2 сенсоров, двойной LED-вспышки и направленного микрофона. Широкоугольный сенсор Octa PD на 50 мегапикселей с апертурой 1.68, углом обзора 82 градуса, сверхширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 125 градусов, апертурой 2.2 и автофокусировкой. Имеется оптическая электронная стабилизация, датчик LDAF, лазерная автофокусировка, спектральный датчик и датчик мерцания. По поводу автофокуса здесь прям все нереально круто. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К нет. Я думаю, не будет, как и 120 FPS для 4К. Фронтальный сенсор на 10,5 мегапикселей с апертурой 2.2 находится в верхней части экрана по центру, углом обзора 95 градусов. Максимальное разрешение для съемки у него 4К 60 FPS. В стоке имеются различные режимы для фото и видеосъемки. К примеру, Ультра HDR режим, панорама, астрография, портретный режим, кинематографическое размытие, которое работает только в 1080p. Прям как у Яблока 3 года назад. Замедленное видео с 240 кадрами в секунду, цифровое увеличение не только. Также можно воспользоваться удобным стоковым редактором для фото и видеоматериала, но работает он, я вам скажу, вообще никак. Я понимаю, что из 10 фоток, что я буду редактировать, я могу вам одну показать, чтобы он почти классно сделал. Опять же, у вас это будет так выглядеть на экране. Но если вы посмотрите на компьютере, что он там накуролесил с этой фотографией, с вырезкой, еще чем-то, то вы прослезитесь. Лучше учиться работать в фотошопе самому, пока за вас никто идеально ничего не сделает. Короткие примеры вы сейчас увидите. Разумеется, ночью все любят снимать в 4К 30 FPS. И это разумно. Вот так, если вы будете снимать в 4К 30 FPS, вы будете снимать с этих 2 смартов. Притом мне здесь не очевидно, что лучше, но точно вытягивает больше информации Яблоко. А вот как она у вас потом выглядит, вам виднее. Напоминаю, исходники всегда и везде, где правильно, моей телеге. У Яблока нельзя ставить на паузу, у Пикселя можно ставить на паузу видео. 4К 30 FPS, продолжение съемки в лифте. Ну, и как мне пишут, стоимость-то $100 разница, друзья. По большому счету-то 700 и 800. Ну или 200, 200 все-таки. С другой стороны, гуглы, как мне правильно написали, продавали по предзаказу вместе с наушниками за $200. Микро, наверное, у гуглов лучше. 4К 60 FPS, съемка с 2 рук. И, как мне правильно сказали, что Саня, половина функций, которая должна быть у гугла, она в фотографиях самого гугла. Но я вам скажу, что есть такая особая функция настройки, вы потом увидите их. И вот там половина этой штуковины должно выгружаться. Если оно не выгружается, часть, проще говоря, того, что вы можете делать, по идее, с пикселем, вы должны иметь возможность это делать прямо на смартфоне. Как говорится, не отходя от кассы. Пока делать ничего вроде бы нельзя. Но это не важно. Почему? Потому что мы сейчас сравниваем съемку с 2 девайсов очень близкой по стоимости. Вот. Я, допустим, ругаться на Xiaomi 14, кстати, не буду, который вроде бы такой же в Европе стоимости, как Xiaomi,
как айфона 15 Pro Max. Но есть маленькое большое но. Какое маленькое большое но? Правильно. У Xiaomi на Али будет цена в 2 раза ниже. Ну, как минимум, там, на процентов так 50. И мы уже будем танцевать от другого ценника, но это будет потом. Пока я его не обозреваю, пока я его еще не купил, не заказал. Но очень скоро. Вот так примерно вы сможете снимать против солнца. И вот теперь мы снимаем солнце позади меня. Мне нравится, как снимает пиксель, но сейчас барабанная дробь. Вот то, что вы видите небо, пиксель крутит капитально. То есть насыщение, вот этот цвет неба у пикселя не соответствует тому, что вижу я. Даже близко. И не только на самом смартфоне, но и потом, к сожалению, на компьютере. Вот такая вот беда. Ну и давайте ультраширика немного. Опять же, примеров сравнений мало не бывает. Правильно? Почему? Потому что вы будете ходить с этим минимум год до следующей модели смартфона, правда? Либо будете мучиться продавать, или не будете. По стабу даже не знаю, кто лучше, кстати. На фронталку, к сожалению, ни у того, ни у другого смарта не перевести с этого режима. Никак. Ну что, начнем с сравнения. Притом с самого интересного. Вот смотрите, у нас здесь пиксель справа, ультраширик. Апертура 2.2, ISO 742. У Яблока 15 здесь у нас апертура 2.4, ISO 2000. И какую разницу мы видим? Ну, во-первых, ночью, разумеется, здесь лучше справился намного пиксель. То есть мы смотрим тени и все остальное. Но, несмотря на то, что однозначно у пикселя фотография лучше, при том, что я смотрю, у Яблока у меня прям поплыло все. Такое ощущение, что я дернулся, но я не дергался. Проще говоря, ночь, ультраширик — это всегда тяжело. Мы можем обратить внимание на фонтан здесь. Если у Яблока вообще ничего не понять, у пикселя можно понять хоть что-то. Но небо, вот это вот небо, реальные цвета у Яблока, у пикселя цвета абсолютно просто вот рисованная. Вот с этого момента это рисованная картинка нейросетью. Притом цвета здесь правильные, здесь нет. Запомнили? Здесь у нас единственное фото днем, и слева у нас Яблоко, справа у нас пиксель. Притом пиксель тоже неимоверным для меня образом. ISO 22, апертура 1.7, основной модуль ISO 50, апертура 1.6. Докрасил вот эту вот скамейку, она не такая грязная. То есть вот здесь, да, здесь натуральнее. Все. Но в то же время, если брать отдаленные объекты, по четкости фотографии можно сделать вывод, что пиксель, вот здесь, допустим, посмотрите объект этот. Мы видим здесь что-нибудь? Здесь мы видим лучше ромашку, правда? Если брать номера, то ни здесь, ни здесь не видно. И по большому счету, по детализации можно поспорить. Но я вам рассказываю про вот это все не для того, чтобы сравнить, потому что все-таки по мне пиксель даже близко не хуже, он всегда лучше по фото, чем Яблоки. Но по цветам на данный момент, вот на данный момент объективно, абсолютно он не угадывает, он выкручивает контраст и меняет цвета. Вот это не так. Вот это так, как я видел. И некомплементарное фото. Вот слева у нас пиксель, справа у нас сейчас iPhone. Это фронталка, притом апертура здесь 1.9 у Яблока, у пикселя сколько у нас? 2.2. И я не хочу сказать про детальность, тут понятно, что пиксель проигрывает по полной программе. Я хочу сказать вам, что первое, намного правильнее скин-тон, цвет кожи передает именно Яблоко. И рядом пока Android-устройства, я пока не видел их рядом. Ну, не говоря уже об остальных каких-то недостатках из разряда вырезки и всего остального. То есть запомнили, если фронталка, хотя здесь тоже у Яблока не все великолепно. Если фронталка, это либо Samsung по мне, либо Яблоки. Вот там более-менее. Хотя там у Samsung тоже со скинтоном не все волшебно, но все-таки. Ну и закончить я хочу на X2. И, разумеется, здесь у нас выигрывает по полной программе пиксель. Ночью апертура 1.6 ISO 1250 у Яблока, у пикселя апертура 1.7 ISO 1341. И здесь, с другой стороны, смотрите, некоторые детали даже лучше были переданы на айфоне. Но если сравнивать объект, который мне нужен, допустим, вот этот, то не все так однозначно, смотрите-ка.
Здесь вообще как-то поплыл он. Здесь хотя бы какие-то детали видны, здесь вообще одни шумы. А может быть, я и не прав, может быть, да. Мне нравится яблоко. В целом, все это вы можете скачать у меня в количестве, не знаю, 2000 фотографий в моей личной телеге и сделать для себя сами выводы. Почему? Потому что не так все идеально, как это любят представлять. Очень много Android-устройств, которые снимают намного лучше. 4К 60 FPS, ночная съемка, переход на ультраширик, X2, X1, сложные условия, и на фронталку переключаться нельзя. В HDR он работает только в 4К 30 FPS. Так, ну что же, ночная съемка, 4К 60 FPS, так не делаем, еду по неровной дороге и перехожу на ультраширик. Ультраширик, как говорят, некрасиво, закрываем уши, дети, шакальный. Поэтому на основной модуль примерно вот так вы сможете снимать. 4К 60 FPS. Вот сейчас будем пробовать то же самое в HDR. В движении примерно 30 км в час. Но зато минимальное количество света, источников, которые мешают этой съемке. И по большому счету должно быть неплохо. Так, вот теперь понеслась 4К 30 FPS с HDR. Автофокус отрабатывал не очень долго, но все равно отрабатывал. Съемка с одной руки, ультраширик. И здесь, конечно, поприятнее 30 FPS, разумеется. Мне сейчас сзади собьет машина. Вот, не нравится, что я снимаю. А если текст, но зато там машина. Заодно источники света еще увидите, другие. И вот так вот примерно сможете снимать в различных условиях обстановки. И 4080p 60 fps, съемка с одной руки. Здесь все должно быть намного плавнее, плюс еще и освещение отрабатывает отлично. То есть по большому счету вот эта картинка вам, по идее, должна уже больше нравиться. Мне она очень нравится, потому что я вижу, как он отрабатывает с источниками освещения с разряда вывесок. Можете на паузу поставить. Это не самый лучший вариант, потому что вы ультраширик, но по фронталке круто. Здесь есть 1080p 60 fps, 4К 60 fps. Вот сейчас я снимаю в 4К 60 fps, X1, X1, съемка ужасна в каком-то смысле. Но надеюсь, что вам что-то видно, что-то слышно. Но это просто один сплошной шум. Ну а на 4К 30 fps уже все лучше. Но опять же так не делаем, разумеется, еще и в потоке. Вот так примерно сможете себя снимать в 4К 30 fps. Ну и это 1080p 30 fps, ночная съемка, ультраширик. Переключаемся на основной модуль. Здесь поприличнее все. X2 такой. Ну и основной модуль 4К 60 fps. И я еще тысячный раз повторяю, что каждый раз я протираю линзы. Потому что ну, это правильно перед съемкой. И если говорить о режиме, здесь стандартная стабилизация, можно ее отключить. Можно включить суперстабилизацию, но в 4К 60 fps она не работает. Это ультраширик, это основной модуль, это X2. При переходах бывает беда, как говорится. И вот так вы примерно сможете себя снимать, но, повторяюсь, обзор одним кадром на лайв-канале уже, и вы сможете посмотреть, как эта штука отрабатывает. К сожалению, ультраширик, нельзя ее переключить на то, чтобы она работала на фронталку еще. Было бы очень даже круто. И 4К 60 fps, лифт, разумеется, съемка с одной руки, основной модуль. Вот сейчас ультраширик. Ультраширик 4К 60 fps в лифте прям волшебный. И я понятия не имею, откуда такой ценник за этот смартфон. Я уверен, что маржа на него при покупке оптом и продаже, тем более на территории Российской Федерации, она просто безумно волшебная. Потому что 800 тысяч баллов в Antutu за эту стабильность работы и за эти камеры, они неплохие, но вот сейчас еще раз, но вы поняли, да? Когда аналоги, когда это дело сравнивают по съемке с яблоком, ну вот с 15-шки вы, наверное, увидите сравнение в ролике. Кстати, кто пишет мне по поводу съемки, друзья, если вы смотрите это, то не пишите мне, зачем, кому нужна съемка, вы смотрели до этого момента, для чего. 4К 60
4К 60 FPS, день, наверное, задержки в секунду есть все-таки после начала записи. Вот так, движение против солнца, притом довольно противного солнца, потому что оно от мокрого асфальта все равно отражается кое-как. Вы сможете снимать на пиксель 8, пока исключительно положительное отношение у меня к этому девайсу. И сказать, что у меня к нему есть какие-то претензии, я не скажу. Почему? Потому что, да, мало баллов в Antutu, большой подбородок долго заряжается, но по съемке, конечно, это вау. Не вау в плане того, что он лучше всех, увидите сравнение с iPhone 15, сейчас на ультраширике, а в плане, наверное, стабильности. А еще он меня порадовал сегодня стабильностью работы в телеге. Я, наверное, раз 5 за ролик вам скажу об этом, потому что очень много смартфонов, очень долго выгружают фотографии, очень долго выгружают видео, кружочки. Это требует все молниеносно, и это круто. Это круто, что какие-то смартфоны могут работать в каких-то штатных задачах быстрее остальных, притом это очень сильно заметно. За счет чего понятия не имею, но это не важно. Мне важно, что это дело работает, это вам. Еще чуть 4К 60 FPS, максимум X7. И сейчас вы видите, как мы переходим плавно на основной модуль. Нет, вот сейчас это ультраширик. Вот основной модуль. Вот ультраширик. Вот X1. Вот X2. Вот X7. Для дневной съемки самое то. И немного фронталки при дневной съемке. Против солнца очень даже достойно. И да, фронталка 4К 60 FPS. Как бы. Неплохо. X1.4. И еще 4К 60 FPS. И да, такие аппараты покупают очень часто из-за камеры. И я вам скажу, не зря. 4К 60 FPS. Я, наверное, уже достал тех, кто меня смотрит не первый год, но я обязан проговаривать вам. А вот сейчас ультраширик основной модуль. Очень погода напоминает Волгоград, то есть градусов 28. Лето, пока еще не август, не июль, а какой-нибудь июнь или май. Тепло, но не так, чтобы с 7 потами исходить. И вот так в чехле смартфон может снимать. Перегреваться он у меня ни разу за время съемки не перегревался. И максимального ограничения у него нету. 4К 60 FPS, еда, много еды. И учитывая, что свет не очень, в целом довольно неплохо и на ультраширик, и на X2. Это, кстати, русское место. Надеюсь, меня за музыку не забанят. 4К 60 FPS, основной модуль, ультраширик, не очень хорошее освещение, основной модуль. И X2, X1, объект, автофокус, плавненько, ультраширик. Ультраширик, основа, X2. Фокус правильно держим, правда? Фокус держим на еде. Вот так, если вы будете фудблогерами, у вас будет возможность снимать всякие штуковины. 4К 60 FPS, фронталка, пиксель, съемка норм. Ультраширик, 4К 60 FPS, стрельба из лука и отлично. Съемка good. Еще один процесс стрельбы. И X7 максимум на 4К 60 FPS, ультраширик.
Все останавливай. Давай, попади в руку. Let's go. Пониже. Let's go. Yes, you're right. Like with armor, you will look downside, you will look side. Хватит? 4К 60 FPS, фронталка скоро дневной съемки станет меньше, жара лютая началась. И вот так примерно вы сможете себя снимать. Смарт в чехле, говорю не особо громко. Ультраширик X1, X2, X7, Pixel 8. 4К 60 FPS. Фудблогером камера самая топ по мне. Можно мало того, что видео еды делать, так еще ультраширик переключать, еще и помещение. Ну, помещение, кстати, в шумах. Может быть, оно не будет в шумах потом у вас. Но вот я вижу шумы почему-то на ультраширике. Пример работы размытия с ужасного нашего пикселя. Почему ужасного? Потому что только 1080p, то, что 3 года назад Яблоко делало, сейчас возможно. А на фронталку нельзя такое делать, только на основной модуль. Тест на наличие автофокуса на ультраширике пикселя 8 и он есть, но он какой-то странный. Есть. Ультраширик 4К 60 FPS, тест на наличие автофокуса на ультраширике. Есть. Плавненький такой. У основного модуля автофокус тоже плавный. Минусы: нет мини-джека, ИК-порта, слот только под одну нано-сим-карту, громадный подбородок для флагмана, внутренняя память показала плохие результаты теста, это в перспективе очень сильно отразится на смартфоне. Я не думаю, что вы комфортно будете 7 лет с ним ходить, пока обновления будут прилетать. Я вообще не думаю, что с ним особо можно комфортно ходить, если это основной смартфон. Плохой сверхширокоугольный сенсор, плохая автономность, шим у экрана просто космос и медленная зарядка. Но к плюсам я отнесу великолепную рекламу, потому что напоминаю, что YouTube — это контора Гугла, Google создает пиксели. По этой причине я их покупаю и обозреваю, потому что Google любит, когда о них рассказывают. Желательно, правда, хорошо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Всем, кому полезен подобный контент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал с колоколом и помните, ваше мнение может быть диаметрально противоположно моему, но я провожу тесты, которые одинаковы для всех смартфонов. И я уверен, что если вы подбираете какой-то смарт, я о нем даже нелестно отзываюсь, хотя во всем нелестно отзываюсь, потому что моя миссия как раз найти недостатки. Для вас это может быть полезно. В тот момент, когда все будут расхваливать что-то, вы сможете зайти ко мне и посмотреть, а вдруг там какие-нибудь есть минусы, которые я все-таки нарыл. Хотя здесь особо нарывать нечего, здесь все и так видно. Но смарт классный, сарказм. Все, что вот сюда напихали, по большому счету,
яйца выеденного не стоит. Почему? Потому что, смотрите, если говорить о вырезании всяких людей с фотографий, перемещении объектов, редактор, по мне, работает хуже, чем если вы знаете базовые какие-то функции фотошопа. Если вы их не знаете, аналогов море. Если говорить о том, насколько они ушли вперед, давайте откровенно. Яблоко может снимать в киноэффекте в 4К 30 FPS. Это дело не может. Разница официально в $100. Помним, да? Защита от влаги есть. Круто. Логично, что если вы смотрите этот ролик и досмотрели, дорезюмирую, вы планируете приобретать его, и я вас не смогу разубедить. И, в принципе, это хорошо, но я вас постараюсь навести на мысль какую. Когда его начали продавать, он стоил $700. С ним отдавали наушники за $200, которые можно было продать за 150. Это по предзаказу. И, соответственно, мы понимаем, что даже в начальной стоимости для них вот эта штука должна стоить $550. Почему? Потому что две основные причины, по которым я не буду оставлять себе этот смартфон. Вот сейчас я его держу в руках, он теплый, он просто ни с чего греется. И так было и в 6 серии, и в 7 серии. И пиксель-воды, пиксель-фаны мне будут рассказывать, что это только вот у меня. С другой стороны, неангажированные люди, которые покупают смартфоны, чтобы ими пользоваться, а не показывать, у меня есть пиксель. Они все практически выкладывают, и сейчас в сети такую же проблему, как она и была. Ничего не меняется у Гугла. Процессор здесь медленный, тротлит безумно. Ничего у него не поменяется. 1 000 000 баллов в Antutu за $700 у Android устройства? Серьезно? Ну хорошо, вы на этом андроиде не жарить яичницу собираетесь. В PUBG в 90 FPS не поиграешь. То есть смарт за $700 в PUBG в 90 FPS не поиграешь. У тебя розовит экран, у всех он розовит, просто кто-то замечает, кто-то нет. И хорошо. И по большому счету вот эти все какие-то негативно-позитивные вещи я могу вам рассказывать до упора, но кто захочет пиксель приобрести, тот его приобретет. Почему мне он не нужен? Потому что я снимаю ролики на смартфоны, используя айфоны. Иногда использую OnePlus, до этого использовал Huawei. Вот это дело красит. То есть натуральность цветов у него равна нулю. Он дает вам цветокоррекцию такую, чтобы потом на YouTube вы говорили, как классно. Хотя люди, которые разбираются даже в обзоре одним кадром, мне написали, что как-то он странно блерит. То есть сзади меня он фон размывал очень-очень даже неравномерно. И если на вау-эффекте, тем более, когда вы собираетесь приобретать этот смарт, вы забываете, что с экраном что-то не то, основные фишки а-ля как у айфона по большому счету не работают. С этим не так, греется, автономность не космос. А вообще прямым текстом в YouTube 4 часа смотреть видео на одном заряде смартфона — это печаль. 1,5 часа он заряжается, 1,5 часа. Вы понимаете, 30 минут, да, до 50%, а в сумме 1,5 часа, как и яблоко. И что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем 7 лет поддержки смартфона, с которым уже некомфортно ходить, который уже очень быстро разряжается, абсолютно, бесконечно. Понимаю, что те, кто его планировали приобретать, его приобретут. Я этому безумно рад. Почему? Потому что будет с кем обсудить. Возможно, я оставлю себе 8 Pro. Смартфон, которым я хочу пользоваться, я его тоже использовать не могу, потому что меня бесит, что розовит экран. И да, я видел хороших экранов много за этот год. То есть два момента. Плюс еще зарядка, и все вкупе мне дает ответ простой Гуглу. Вы там ошалели? Ну вот есть у вас $500 за смартфон. Хорошая стоимость, которая вас удовлетворяет. Вы же дарили рядом наушники. Сделали бы вы $500 или 450. А так я прекрасно понимаю, что его себестоимость, вот рыночная нормальная стоимость, как и в Европе и в Америке по предзаказу. 450-500 долларов, вау. $700, я считаю, что это несоразмерный ценник к тому, что они предлагают. И все эти фишки с вырезаниями и всем остальным в андроиде, они будут и в других смартфонах. И даже то, что здесь есть уже и на 8 Pro, оно работает, вот по моему мнению, через одно место. В принципе, так же, как и киноэффект. В принципе, как и все. То есть они идут где-то поодаль на 3 года относительно яблока и поодаль относительно флагманов, андроидов, других брендов. Тоже касается часов на года 2. Но фан-база просто бешеная. Люди ходят с Pixel 4, 3, 1, как мне пишут, годами. Я очень удивлен, потому что я с 5А ходил, они, наверное, несколько раз уже аккумулятор поменяли. Либо это их 4-й смартфон, либо, как мне пишут, Pixel 1 используют для выгрузки фото, потому что с него
хранилище бесплатное. Девайсу от меня однозначное да, потому что так меня ничего не увлекало. Меня так никогда не носило слева направо. Хороший смартфон, плохой, хороший, плохой. Отличный смартфон, море эмоций, много интересного. Приходите в магазин, трогайте его. Он довольно скользкий, но вот эти вот все какие-то особенности мелкие, это все не важно. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах ваше мнение по поводу этой железки. Пишите, делать ли сравнение 8 Pro и с чем. У меня и 15 Pro Max есть, и 14 Pro Max есть. По съемке все довольно просто. Снимает он так, что он вам понравится. Если вы не занимаетесь видео и не делаете ролики. Если вы снимаете на YouTube ролики, это не ваш вариант, мое мнение. Добра и удачи вам, дорогие друзья.